На неделе моды в Париже коллекцию весна-лето 2023 представил модный дом Hermès. Этим показом креативный директор бренда и ведущий дизайнер Надежда Ванет-Цибульский однозначно настаивает, что с приходом теплых денечков пора отправиться на природу. Ведь главная героиня Hermès давно мечтает о широких просторах. Она хочет дышать полной грудью, наслаждаться естественной природной красотой и готова к большим спортивным испытаниям. Модельер разработала модную линейку, специально предназначенную для активного отдыха. Эта одежда защищает и в то же время создает гармонию с окружающим миром. Для создания соответствующей атмосферы во время модного действа огромный зал теннисного парижского клуба организаторы шоу превратили в пустыню с шелковистым ковром песочного цвета и огромной меняющей цвет дюной в центре. Девушки Hermès словно отправляются на бивуак, в большой поход по пустыне, где разбивают лагерь на закате, чтобы устроить шумную вечеринку. Модели выходили на подиум в простых и практичных нарядах. Они как будто парили в невесомости в кожаных сандалиях с полой подошвой из углеродной пластины. Необычную обувь разработал известный французский модельер Пьер Харди, который давно сотрудничает с домом моды Hermès. Сегодня на подиуме бренд представил довольно обширный арсенал модной одежды, выполненный из различных видов кожи, от гладкой телячьей до овечьей, в том числе двусторонней с эффектом замши, а также из прочных водоотталкивающих технических тканей. Надежда Ванет-Цибульский уверена, эти вещи вам точно понадобятся для дальних походов и отдыха в кемпинге на лоне дикой пустынной природы. Так, кожаный жилет здесь объединен с рюкзаком на спине, проймы маек очень широкие, как у спортивных свитеров, а карманы украшены металлической пряжкой, напоминающей об альпинизме. Накидки-кейпы с капюшоном, парки, куртки и тренчи, брючные комбинезоны и шорты с высокой талией, свободные туники и платья, мягкий трикотаж и кожаная одежда. С легкой руки дизайнера модный гардероб на теплый сезон оказался тем единым полюсом, где сошлись вместе два не всегда дружественных понятия – красота и функциональность, женская сексуальность и активный спорт. К тому же, со слов модельера, в этой одежде можно свободно двигаться, и для этого не придется прилагать никаких усилий. И самое главное, любой из представленных модных образов не для подиума, а для реальной жизни. В них нет ничего показушного, с блеском гламурных пайеток. Все продумано до мелочей. Из акцентных деталей в модном ансамбле стоит отметить шнур, который явно похож на веревку трос альпиниста. В стильном наряде его завязывают на талии как пояс, продевают в металлические люверсы, обрамляющие штанины комбинезона, или в тканевые застежки, чтобы собрать длинное многослойное платье из 3 частей. Как пояснила дизайнер после показа, ее вдохновила идея конструкции туристической палатки. Она легко собирается и разбирается. Спортивный шнурок здесь предназначен не только для скрепления элементов одежды, но и для создания объемов. Он хорошо позволяет драпировать. Иногда шнур заменяется застежкой молнией. На первый взгляд вам может показаться, друзья, что для коллекции теплого сезона не хватает ярких красок и представлена на подиуме цветовая гамма больше характерна для осени, в крайнем случае для ранней весны, но никак не для знойного лета. Поверьте, это совсем не так. 50 оттенков пустыни сполна наполнены жарким летним солнечным светом и манящим весенним ветром свободы. Можно бесконечно долго рассматривать каждый образ и не переставать восхищаться. Да, в пустынных пейзажах среди песчаных дюн нет сочного цвета зелени или бирюзовых и синих оттенков морских просторов. Однако не менее ярко смотрятся образы в терракотовом, оранжевом, шоколадном. А к монохромным ансамблям в черном, которые, друзья, вы увидите в финальной части ролика, дизайнер добавила эффектные аксессуары. Сумки в цвете синий электрик и в пылающем красном. Кстати, в коллекции сегодня помимо традиционной для бренда однотонной одежды представлена целая линейка нарядов с узором в авангардном стиле. Смотрите, обсуждайте, жду ваше мнение, мои дорогие зрители, в комментариях. Если видео понравилось, не забываем ставить лайк. А если нет, то делаем то же самое.
Всем приятного просмотра, хорошего дня, красоты, совершенства и обязательно только светлого, солнечного настроения!